Привет, друзья! С вами Маша. Рада вас видеть. Сегодня на уроке я научу вас, как использовать устойчивые выражения со словом «свет» в русском языке. Что такое свет? Это энергия, которая позволяет нам видеть то, что нас окружает. И свет бывает естественный, натуральный, например, свет солнца, а может быть искусственный свет. Я могу сказать папе: «Папа, включи, пожалуйста, свет. Здесь темно, я плохо вижу». Первое выражение со словом «свет» — это дать зеленый свет чему-то. И здесь, конечно, есть идея светофора, зеленого света, который нам показывает, что можно ехать, можно двигаться вперед. Это выражение используется в профессиональной обстановке, часто на работе. Можно сказать: начальник дал зеленый свет, и мы начинаем этот проект. В разговоре с членами семьи, с близкими друзьями мы не так часто используем это выражение. Зато во время разговора с друзьями, со знакомыми можно использовать выражение «видеть свет» в конце туннеля или тоннеля. Оба варианта грамматически правильные, и мы их используем по-русски. Что это значит? Это значит хранить надежду на что-то лучшее, на что-то доброе и светлое. Например, несмотря на все проблемы со здоровьем, она видит свет в конце тоннеля. Третье выражение, которое мы часто используем в диалогах, в разговорах с друзьями, это немножко просторечное выражение «вставать ни свет, ни заря», что просто значит вставать очень-очень рано. Например, у нас был самолет в 6 часов утра, и мы встали ни свет, ни заря в 4 или в 3 утра. Дальше у нас выражение проливать или пролить свет на что-то. Что значит растолковать, объяснить, предоставить информацию, которая сделает что-то более понятным, более ясным. Например, данные черного ящика пролили свет на причины этой катастрофы. Это выражение чуть более формальное, книжное, при этом оно очень часто используется в публицистическом стиле, то есть его легко встретить в газетах, журналах. В древнерусском языке слово «свет» также значило мир, который нас окружает. Поэтому в русском языке, современном русском языке, сохранилось много выражений, в которых слово «свет» используется в этом значении «мир». Например, «отправиться на тот свет». Что значит «умереть»? Это немножко устаревшее книжное выражение, которое используется, конечно, как эвфемизм. Например, он отправился на тот свет после долгой болезни. Интересно, что можно использовать также выражение «отправить кого-то на тот свет» в значении «убить».
человека. Например, он ненавидел свою жертву, мучил ее и в конце концов отправил на тот свет. Следующее выражение не такое депрессивное и тяжелое, но я бы сказала, что самое частотное, самое употребимое из всех, о которых я сегодня говорю, это «ни за что на свете». Мы говорим это выражение регулярно, и это значит просто-напросто ни при каких условиях, ни за что. Например, ни за что на свете я не поеду в Африку. Ни за что на свете я не куплю такой дом. Следующее выражение – это «наступил» или «пришел конец света». Что значит, что случилась какая-то катастрофа, что-то, что нашу жизнь поделило на «до» и «после», что-то, после чего нам очень трудно оправиться. Например, смерть моего папы стала для меня концом света. Мы чаще используем это выражение в отрицательных предложениях, когда говорим «это не конец света». Например, то, что ты не поступил в университет, это не конец света. Ты можешь жить дальше. Спортсмен не выиграл в Олимпиаде. Бывает, это не конец света. Жизнь продолжается дальше. Дальше немножко смешное и юмористическое выражение «по секрету всему свету». Мы говорим эту фразу целиком, как комментарий на что-то, как ремарку. В ответ на фразу используем это выражение как характеристику какой-то ситуации. Например, мой начальник сказал втайне одному из работников, что в фирме будут увольнения. И этот работник рассказал всем другим. И я могу сказать по секрету всему свету. Что значит, что тайная информация, которая должна была остаться в тайне, стала всем известной. Еще одно немножко устаревшее выражение, но действительно используемое в русском языке. То есть люди так говорят. Свет клином сошелся на чем-то или свет клином не сошелся на чем-то. Если свет клином сошелся на чем-то, это значит, что данная вещь, человек, стала предметом внимания, таким центральным элементом жизни этого человека. Очень часто мы говорим о романтических партнерах. Например, для нее свет клином сошелся на этом мужчине. То есть она перестала видеть все вокруг. Для нее существует только этот мужчина. Свет клином не сошелся на победе. Мы будем жить дальше, даже если проиграем. И последнее выражение на сегодня для вас, друзья, это выражение «высший свет», что просто-напросто обозначает высшие слои общества, элита. Например, на этом мероприятии собрался весь высший свет Москвы. Я постаралась для вас, друзья, пролить свет на сегодняшнем уроке на использование выражений со словом «свет» в русском языке.
И у меня к вам маленькая просьба. Если вы считаете эти уроки полезными и знаете кого-то, кто изучает русский язык, поделитесь вашими знаниями, поделитесь информацией о том, что есть такие уроки русского языка. И я буду благодарна вам за то, что поддерживаете так мой канал. Спасибо и до новых встреч. Пока!